Приветствую вас на моем канале. Очередная к нам работа приехала. Это вот такая вот Audi e-tron 2017 года. Батарейка снятая. Нам привезли отдельно автомобиль, отдельно батарея. И якобы в батарее есть какая-то проблема. Поэтому для начала ее установим в автомобиль и продиагностируем. Посмотрим, на что она жалуется. И будем разбираться, какая все-таки проблема с ней. Так, вот такой вот Audi e-tron. Это Audi A3 e-tron 2017 года к нам приехал. На нем была демонтирована батарея, сказали, что неисправность батареи. Вот мы продиагностировали. Здесь 3, 4, 5, грубо говоря, 5 блоков, в которых ошибок нету. Во всех остальных есть ошибки. Поэтому сейчас будем сотрем их для начала и посмотрим, что ж влияет на то, что автомобиль не запускается. Пробег на машине на данный момент 110 443 километра. Когда нам передали автомобиль в ремонт, нам рассказали, что официалы, к которым обратился владелец автомобиля для ремонта, сообщили ему, что, сделав диагностику, выявили, что автомобиль не запускается по причине того, что у него умерли несколько элементов высоковольтной батареи. И тогда автомобиль уже попал к нам. Диагностику проводили двумя разными сканерами – Autel MaxiCheck и Vasi Diagnost. Почему так? Дело в том, что владелец, передавая нам автомобиль, сообщил, что дилер запрашивал кода доступа для диагностики автомобиля. Иначе батарею не продиагностировать. Но, видимо, производители Autel и Vasi Diagnost этого не знают и позволяют это сделать без каких-либо кодов доступа. После удаления ошибок автомобиль начал запускаться. Осталась загадка, почему официалы не сделали этого. Поставили аккумулятор, постирали ошибки. Сейчас зальем антифриз и попробуем, как она будет работать. Под те ворота поставь. После удаления ошибок автомобиль запустился, поехал, правда без глушителя, поэтому такой грозный выхлоп. И даже начал заряжаться. Ошибок по батарее не появилось, однако было множество ошибок по коншине. Залили антифриз, поставили на зарядку, автомобиль заряжается. Так, посмотрим, как она зарядится, и дальше будем проводить диагностику. Так, вот после того, как проехались, подключили опять диагностику. И у нас теперь ошибок меньше, чем первоначально. Но их все равно достаточно. Так, ну что, посмотрим сейчас, что мы имеем. Так, у нас ошибка по кану. Блок управления АБС, опросить регистратор событий, датчик угла поворота рулевого колеса. Так, по мотору ошибки есть, но они все ссылаются на другие блоки. Дальше. По тормозной системе. Датчик угла поворота рулевого колеса, индикатор контроля давления в шинах, шина данных, недостоверное сообщение. Еще одна ошибка по кану, поэтому есть вероятность, что у нас проблема с каном. Так, что у нас дальше? Шина данных. Исходя из этого, делаем вывод, что у нас есть какая-то проблема с каном. Ошибки, которые были в системе и жаловались на консвязь, были в разных консетях автомобиля.
но все же мы проверили осциллографом. Это, к сожалению, не попало в видео, так как неисправности по напряжению и характеру графика не выявлены. Периодически не работал электроусилитель руля, поэтому мы проверили тестером для электрореек исправность самой рейки. Появилось подозрение, что есть проблема с программным обеспечением блоков. Возможно, какой-то блок стоит не родной. Решили провести программирование рулевой рейки и тормозной системы с помощью MaxiSys Autel. Ошибка по кану начали пропадать. Сразу получилось обучить датчик положения руля. К сожалению, эти все процедуры не попали на видео, так как был проведен очень большой объем работы и все подряд мы не снимали. К сожалению, эти этапы на видео не попали. Так, после пробного заезда появились ошибки. Это ошибка по электронике отопителя. Ну, тут фреона не было. Блок управления бортовой сети. Посмотрим, что жалуется. Так, вот ошибки, которые есть. Электроника отопителя. Так, где ошибочки? Вот они. Так, хладагент. Ключ дистанционного управления, слишком низкое напряжение. Батарейка, видимо, подсевшая. Ассистент смены полосы движения. Шина данных получения неправильные значения. Содержание кода неисправности. Привод центрального замка недостоверный сигнал. Тюнер спутникового приемника деактивирован. И привод центрального замка недостоверный сигнал. Так. Содержание кода неисправно. Шина данных получена неправильная. Она пассивная. Так, ну в принципе здесь уже ошибок, которые влияют на управление автомобилем, нету. Есть ошибки, но это уже будем согласовывать с клиентом, мы будем этим заниматься или нет. В том числе заправка кондиционера, батарейка в ключе, привод центрального замка недостоверный сигнал. Ну, в принципе, все. Будем дальше согласовывать с клиентом и решать, мы будем делать или нет. Ну, на всякий случай, напоследок еще раз проверяю батарейку. Батарейка сейчас заряжена на 5 миль, грубо говоря, половина батареи. И по батарее максимальное напряжение на банках 3,788, минимальное 3,768. Грубо говоря, 20 милливольт разбег. Это, в принципе, очень хороший показатель. Поэтому по батарее не видно никаких неисправностей. Почему-то задефектовали ее официалы, но непонятно. Вот, кстати, видно, что процент зарядки батареи 64% на каждом элементе. 64, 64, 64. Нету каких-то выскочивших элементах. Везде 64. На всех 96 элементах 64%. И сопротивление изоляции по положительному 4 мегаома. По отрицательному полюсу 5,2 мегаома. Поэтому, с одной стороны, жалко, что не влезли в батарейку, посмотреть, как она выглядит. Но с другой стороны, в нее лезть и не надо. Напишите в комментариях свое мнение, по какой причине официалы задефектовали батарею. По причине того, что эти автомобили официально не поставляются к нам, и они в таком виде просто отказали в ремонте владельцу, или по какой-то другой причине. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока! Ну да. Так, ну наконец-то мы на автомобилях можем уже летать по космосу. Не знаю, встречу ли я Теслу Родстер, который запустил Илон Маск. Ну ничего, вот по чуть приближаемся к Земле. Так, сейчас скоро у нас будет посадка. Покажи наши моторы реактивные. Так, реактивные моторы нормально, не забиты, работают бесшумно, не шумят. Это все-таки гибрид. Поэтому так, вот мы продолжаем приземляться. Приземляемся. Ой, горы какие-то. К сожалению, мы застряли на орбите.
И ниже мы уже не приближаемся. Ну ладно, будем искать посадочную полосу. Нам атмосфера мешает проникнуть ближе. А, точно, как я забыл про атмосферу. А, и, кстати, дверь еще открыта. Она ж тормозит сильно очень. Точно.